Ну, привет, мои дорогие друзья. Как видите, я в трамвае и направляюсь в старый город. Сам трамвай новый, чистый и хорошо пахнущий. Вот такой вот билетик стоит 3,40 злотых. Покупаете в автомате и засовываете в компостер. Действителен он 20 минут. Ну что, пришла пора пообщаться про Польшу, про ее жителей и про небольшие приключения, которые произошли с нами во время этой поездки. Первое, что я хочу отметить, это дороги. При пересечении литовско-польской границы дорога из прямого гладкого асфальта превращается в какую-то разбитую маленькую колею, где проехать крайне сложно. И при этом подобная дорога начинается от литовской границы и вплоть до Варшавы. Опять же, вариантов дороги два. Либо разбитый асфальт через горы, либо банальный ремонт. И ты плетешься километров 40-50. Опять же, история небольшого мошенничества. Я знаю, что вам такие истории нравятся. В общем, первая моя заправка при попадании на территорию Польши была заправка Shell, где я залился на примерно где-то литров 12. Потому как расстояние между городами большое, заправок там нету. Потом я купил там каких-то салфеток, ну и по мелочи всякой фигни. Конечно же, польских денег на тот момент у меня не было, и я спросил, можно ли заплатить в евро. Парень на кассе сказал, что да. Я спросил, сколько, он назвал цифру 20 евро, причем закупился я максимум евро, ну, на 13, на 14. По его хитрой роже я сразу понял, что что-то не в порядке. 20-ка это какая-то слишком неадекватная уж стоимость за это все. Просил цену в злотых, а достал мобильный телефон с интернетом и зашел в гугле, посмотрел, сколько это будет в евро. Цена была гораздо меньше, по-моему, евро где-то 15-16. То есть этот засранец хотел на мне наварить пятерочку в легкую. Я стал показывать ему мобильный телефон с результатами моих расчетов, на что он стал отворачиваться и делать вид, что он меня не понимает. Но в результате сказал что-то вроде, ну что там, евро туда-сюда, и дал мне нормальную сдачу. Поэтому, дорогие друзья, будьте бдительны. Не в Польше, а вообще. Потому что наш брат-турист очень хорошая мишень для всякого рода засранцев, типа этого сотрудника заправки. И, ребят, я обязательно зайду сегодня в какой-нибудь такой истинный барчик с польским настоящим пивом и едой. И все вам расскажу. Старый город вообще огромен. Всюду такие интересные старые здания. И выглядит все это, ребят, монументально. Огромная Варшава и такой маленький человек рядом. Вот и, дорогой друг, видишь то, что я сейчас как раз таки гуляю по очень интересной стене. Очень хороший туристический объект, пофоткаться самое то. Но будьте аккуратны, там ступенечка, как вы видели, я уже с нее чуть не упал. Поэтому, ну, смотрите в оба. О, что там такое? Я усмотрел барчик. Видите ли вы его тоже, дорогие друзья? Монтаж. И я оказался возле этого бара. Называется он «Подвал. Пивная компания». И вот такой у него интересный логотип, такой вот мужичок в шляпе. Выглядит он очень аутентичненько, и я не могу просто в него не зайти. Ну и заодно покажу вам, что происходит тут в плане пива. И вход в барчик начался вот с такого интересного экспоната автомобиля, у которой в багажнике установлены бочонки с пивком. Наверное, пустые, да? Иначе бы их тут уволокли уже за ночь. Вот он такой вход. Ребят, я не знаю, если это говно, я вам так и скажу, если хорошее, то вы узнаете о хорошем местечке. Пиво. Как много в этом слове. Я уже заказал. Но перед этим давайте пройдемся немножко по ценам в этом замечательном месте. Салатики в районе 25 злотых. Самый дорогой суп 15 злотых. Среднее блюдо со свининой в районе 30 злотых за порцию. И это прекрасное пиво Ксязеце. Наверное, так. Я прошу прощения, если неправильно произнес. Стоит 11 злотых за 0,5. Оно нереальное, парни. Оно очень вкусное, темное. У меня нет слов. Ребят, будете здесь, обязательно попробуйте это пиво. Насыщенный кофейный вкус. Оно не сладкое, но и не горькое. Чем-то напоминает английский стаут, но более легкое. А вот такой вот комплимент принесли от ресторана.
Огурчики с капустой, ребят. Я понимаю, когда нам в Греции приносили комплименты от шеф-повара. Мороженое, там стаканчики, там красивые какие-то фруктики. Ну, тут огурчики тоже неплохо, ребят. Видели, да? Принесли нам сырную плату к пиву. Стоит она 26 злотых, и она огромная. А это очень похоже на светлый лагерь того же производителя. Сейчас буду пробовать. Ну что, это стандартный лагерь, светленький и легенький. Достаточно вкусный, но ни в какое сравнение не идущий с темным пивом того же производителя. Подведу небольшие итоги. Место отличное, цены хорошие, вкусно кормят и хорошая обстановка. Стиль самого местечка завораживает. А если учесть то, что цены здесь очень-очень демократические, пиво очень-очень вкусное, еды много и она хорошая. Поэтому это место станет идеальным для вашего пребывания. Вот так оно выглядит. И находится напротив вот этой вот красной стены. Вы будете смеяться, но эта улица тоже называется Подвал. Да, вы помните, дорогие друзья, что мне очень нравятся красивые улочки. Вот одна из них идет вниз. Выглядит очень живописно. Варшава очень хорошо подготовилась к Рождеству. По всему старому городу и не только расставлены вот такие небольшие рождественские инсталляции. Вечером все это очень красиво играет яркими красками. А за моей спиной медведь со щитом. Ничего необычного. И я, честно говоря, по непонятным для меня причинам, как-то всегда Варшаву обходил стороной. Типа, ну что тут может быть интересного? Но даже не думал, что этот город будет настолько прекрасным. И я рад, ребят, я действительно рад, что меня волею случая занесло в эту страну и в этот город. Я даже нашел в одном из парков вот этого крутого парня. Единственный минус, под ногами у нас болото. А вот это очередная новогодняя инсталляция. Сейчас, в принципе, уже вечереет, темнеет, и это все дело включилось. Выглядит вполне неплохо. И да, за моей спиной очередной бар. Да и там тоже.